Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы посмотрим, как прошла обработка хлорамином рыбы, которую мы получили из Малайзии от известного разводчика дискусов Винсона Лао. Напомню, что в первой части мы рассказали, как начали обработку, рассчитали необходимое количество препаратов, подготовили растворы и внесли в аквариумы. Как вели себя при этом рыбы. Мы привели расчеты необходимых количеств сульфата магния, хлористого кальция и питьевой соды для поднятия карбонатной жесткости на 1 немецкий градус. Эти расчеты можно применять при любой процедуре, требующей повышения карбонатной жесткости. Например, реминерализация осмоса для получения нерестовой воды. Обработка медикаментами, требующими определенного уровня жесткости. Просто для обеспечения необходимого уровня жесткости, если вода слишком мягкая, и вы при этом хотите поднять жесткость. Или для создания буферного раствора и стабилизации pH. Иногда необходимо поднять уровень общей жесткости, GH, не поднимая при этом карбонатную жесткость. Тогда надо добавить только соли кальция или магния и не добавлять соду. Чтобы предварить возможные вопросы и предотвратить ошибки, хочу обратить ваше внимание на то, что не надо добавлять и соль кальция, и соль магния. Надо добавить что-то одно. Сейчас вы видели кадры из первой части за 12 апреля 2023 года. Давайте посмотрим, что было дальше. Но если вы еще не посмотрели первую часть, то нажмите на ссылку сверху и посмотрите. Потом возвращайтесь. А если не смотрели саму приемку рыбы или фильм про наше посещение разводни Винсона Лао в Малайзии, то рекомендуем вам подписаться на канал и посмотреть все по порядку. Если что-то понравилось, не стесняйтесь ставить лайки и задавать вопросы в комментариях. На следующее утро после внесения. Вот эти себя вчера от соды плохо чувствовали. Но ночь перенесли нормально. Едят мотыля. Практически все. В рот заглядывать не буду, но видно, что большинство клюют. По крайней мере, все заинтересованы. Здесь почти сутки в хлорамине, без 2 часов. Все кушают. Это что-то, та, которая была плохо, ей явно лучше стало. Непонятно, ест или не ест. Ладно, потом с ней разберемся. Все пасутся. Все нормально. Итак, как вы видели, с утра ситуация была нормальной. Рыба хорошо кушала, выглядела вполне нормально для пролетевшей около 8000 километров с пересадкой. Сейчас вы видите, что мы пишем параметры обработки на аквариумах максимально подробно, чтобы нигде не искать в случае критической ситуации. И это пригодилось. В 6 часов вечера наше настроение было испорчено. При очередном тщательном осмотре рыбы мы увидели, впрочем, смотрите сами. Эдику вот этой, вот если спереди смотреть нету, вот она. Вот здесь вот видно что-то такое белесое и какой-то пушок, когда вот под углом. Но она становится не так. И когда сзади сильно видно, но она теперь не хочет так вставать, чтобы видно было. С этого момента началась буквально
Борьба за жизнь всех наших рыб. Мы довнесли хлорамин к новым рыбам на величину предполагаемого расхода хлорамина. В одном аквариуме пришлось добавить карбонатной жесткости, так как мы не все добавили изначально, рыба плохо себя чувствовала. И мы проделали то же самое с остальными аквариумами со старой рыбой, чтобы предотвратить заражение. Не обработали только емкость со скатами. Мы их стали кормить сразу с утра первыми, не притрагиваясь к другим аквариумам. Закрывали полностью крышки и не подходили больше. Все внесено. Добавка хлорамина. Вот полная схема. Тут тоже все. Все в порядке. Кушают все. Схема. Вот последнее внесение. Сейчас еще время напишу, что-то не написал. Ладно. Вот это не ест. Это та, которая вот была с ранками. Потом стояла, дышала сильно. Дышит все еще не очень хорошо, но лучше. Прибегает в толпу, но в рот не берет. Посмотри, пожалуйста, внимательно на моих старых рыб. Не видишь ли каких-то признаков? Потому что что-то меня беспокоит. Вот этих белесых пятен нету, но немножко плавнички поджимают. Я как раз их в первый день, когда получил тех рыб, пытался хлорамин посадить, но им поплохело. Я, видимо, невидимо, а точно мало соды и солей кальция, магния добавил. И, видимо, это хлорамин начал жечь. Плохо было вот этой. Сейчас она темноватая для себя. Ну, хотя, как сказать, потому что сейчас уже поздно, и они в это время обычно спят. Вот больше всех жмутся леопарды. Вот верхний плавник. Видно вот. Это мой самец, который не листится. Но я не скажу, что он в обычном состоянии прям всегда раскрытый. Он раскрытый, когда жать идет или еще что-то. Вот. Леопарды частенько зажимаются. Вот самочка. Ну вот так вот бактериалки как таковой я не вижу. И так смотрел под всеми углами. Утро 14 апреля. Вчера вечером обнаружил следы бактериалки у двух суперпантер. И вот этот вот кобальт, вот этот вот, нет, не вот этот, совсем не вот этот, а один из ягуаров стопорился. Сейчас вот наблюдаю эту картину у пиджина спотит, но совершенно в легкой какой-то форме, то есть чуть-чуть он так изобразил что-то, а следов бактериалки уже не вижу. Буду еще смотреть, наблюдать, но пока впечатление, что вот эти белесые пятна на боках исчезли. Вот чуть-чуть что-то вот чуть-чуть. На этой рыбке, мне кажется, вот на этой было. Вот сейчас она задом станет. Вот оно, да, под плавничком. Немного.
немножко есть такой отсвет. Но сейчас это выглядит уменьшенным. Третий день обработки хлорамином. Вчера сделана подмена около 15% с добавлением хлорамина на это количество воды ушедшей. И вот сегодня уже гораздо лучше ситуация. Большинство рыб посветлело. Блю даймонды, большинство светлых, 4 светлых, но вот 2 даймонда остались темные. Вот этот и вот тот. На поверхности у них как ничего не было, так и не видно. Вот, и из супер пантер только одна темная, фактически. И на боках у нее ни у кого ничего не проглядывается, по крайней мере, пока не увидел. Да, мне кажется, ничего нет. Ну, вот эта рыбка, например, прижимает плавник. Но пятен нет. Вот даймонд. Абсолютно светлый. Вот другой тоже. Вот рядом темный. У этих, как и было, все в порядке. Только голодно очень. Сегодня еще не кормил. Вот сейчас 3 часа дня. Сейчас дам мотыля. Здесь все хорошо. Наших старых тоже все хорошо. Сутки в хлорамине. Этот кобальт всегда такой вот темный. Единственное, что здесь леопарды немножко поджимаются. Они и до того поджимались, и сейчас в хлорамине сидят, и все равно вот верхние плавники поджаты.
Сейчас увижу самку еще. По младшим вообще вопросов нет. У них все хорошо. Только не хватает еды. Но я сначала покормлю новых рыб. Впрочем, нет, не буду я этих кормить. Не дай бог, что не занесу. Валера их с утра покормил. Мы постоянно контролировали состояние рыбы, рассматривая с разных сторон и меняя освещение. Инфекция была обнаружена на 3 суперпантерах. Возможно, на светлых рыбах просто не видно так сильно. Но мы видели, что даймонды стали слегка прижимать плавники, и некоторые потемнели. В другие аквариумы инфекция не проникала. Эдуард, спасибо ему большое, всегда был на связи, и мы оперативно решали следующие шаги. Каждый день мне казалось, что все закончилось, но потом я находил остатки бактериалки. Первый прием фарша у нас. До этого ели мотыля. Кислород надо уменьшать. Слишком большие движения воды. Вот обстановка в целом. Все спокойны. Я им дал совсем чуть-чуть мотыля. И я делаю им 15% подмену. Ну и жду твое экспертное мнение. Добавлять хлорамин или наоборот выводить в них. Остальным включил протоку, там везде все нормально. Но я решил, что больше их мучить, наверное, уже нет смысла. Даймонды полностью посветлели, фактически до первоначального состояния. Вот 1,72 добавляю. Каждый аквариум добавил соль таблетированную из расчета 1 столовая ложка на 100 литров. Вот так это выглядит. Здесь 4 таблетки. А здесь 10 таблеток. Здесь добавили соль. И здесь все спокойно, просто для того, чтобы рыбы в этих аквариумах не заболели. Я их покормил. 17 апреля. Цветут магнолии. Бактериалка продолжается. Напряжение не спадает. Иногда я снимаю видео и говорю, что ничего нет, а потом на видео вижу белесые пятна на пантере. Я думаю, вам это тоже видно. Итак, 17 апреля, раннее утро, 7 часов утра. Вот так выглядит аквариум.
где у нас была бактериалка. И теперь поищем следы болезни. Теперь рыба вся светлая, абсолютно. Весь яблоневый цвет под снегом. А вот здесь вот цветочки розовенькие. Видите? Класс. Красиво. Никаких плодов не будет. 18 апреля. Рыба начала брачные игры. — 19 апреля, 7 часов утра. Не удержался и заехал к пешеходному мостику снять для вас наши горы. Заодно расскажу, что произошло позже. Следы бактериалки остались только на одной пантере, и, посовещавшись с Эдуардом, я, одев хирургические перчатки, вооружился ватой и перекисью водорода. Валера выловил пациента, положил на тарелочку с влажной тряпочкой, и я протер то место, где была инфекция. Так как место инфекции абсолютно не видно, то протер пошире, чтобы наверняка. Посмотрите, что получилось. Через несколько дней все исчезло, а мы смогли сразу открыть протоку и начать нормально кормить рыбу. К сожалению, забыл снять, как мы очень профессионально это делали. Валера перенес сложную операцию и 2 дня пытался вспомнить, что делали врачи, пока он спал под наркозом. Бесполезно. Пришлось действовать по обстоятельствам. Рыба стала намного активнее. Хотя иногда впечатление, что это она ей ждет, она дергается. Хотя жечь уже нечему. А это уже 26 апреля. Посмотрите, как изменилась рыба.
Далее нам предстоят микроскопические исследования и наблюдения с целью определения возможных проблем со здоровьем у рыбы. Будем искать червей, их яйца, флагеллят. Кожных паразитов после обработки хлорамином искать бесполезно. Жаберные сосальщики при такой обработке тоже не выдержат. Все обработки, которые будем делать, постараемся показать вам и рассказать, что и почему мы делаем. Рекомендуем подписаться на наш канал, чтобы не пропустить что-либо интересное. Ставьте лайки, если понравилось и хотите нас поддержать. Спасибо за просмотр. До следующей встречи.